что он не захотел на машине ехать? Бегите в день телепортации. Кота уже телепортировали. Где его теперь искать? Да, но тут вроде напряженность поля увеличивается. Скоро, думаю, найдем. Блин, не могли координаты получше, блин, подобрать? Где я, твою мать? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал ДП Labs. Сегодня мы находимся в замечательном месте, это Мценский литейный завод. Мы покажем вам, какую штуку классную мы приобрели. Начинаем. Ни на каких других станках я не встречал таких. Хорошо эти не дорвались, как его там. Я не знаю даже, что это. От ракеты какой-то. Причем по-английски. Видишь, это вот как раз поверхность плиты на ней. Дорогие. Что написано? Переключатель. Пускатель электромагнитный, ага. 78 года, прикинь, 78 года. Итак, господа, мы находимся в Мценском литейном заводе, точнее в том, что от него осталось. Ну вот мы забираем, так скажем, последние ништяки из него. Это вот такой 5-осевой фрезер огромный, их не один, а два. Купили по цене практически металлолома плюс 30-40%. Вот Михаил меня сподобил на это, его прикупить, но его надо было спасти, реально жалко. Сейчас он вам расскажет про этот станок. Итак, Михаил, что это такое вообще? Это со Савеловского машиностроительного завода станок, который сделан на базе горизонтального обрабатывающего центра, на который добавлено два поворотных стола. Один горизонтальный поворотный стол, который вращается так. Второй вертикальный, он снят, он вращается уже вот в этой плоскости. Получается две дополнительных оси, станок становится 5-осевым. Станок тяжелый, 25,5 тонн вес по паспорту, в вариации А4 именно. Все на разъемах, как бы собран очень качественно, все на военных шейер-разъемах, без разъемов, буквально там два провода, и которые, видимо, были проложены без нас. Магазин инструмента на 39 позиций, плюс одна в шпинделе. ЧПУ была Маяк, модель не скажу, как бы в восстановлении именно ее не особо верится. Шпиндель гидропневморазгруженный, то бишь он без противовесов, очень похож на ИР-500. Из-за большой ширины у него стоят контрподдержки крестового стола отъюстированы. Он весь собран на линейных опорах качения, на роликовых. Все направляющие каленые, стальные, в идеальном состоянии. ШВП почти без износа и в прекрасном состоянии. Из-за того, что все смазывается, все везде, питатели, все места смазываются. Износ, он не виден вот так, на каленых направляющих. Ну, здесь еще инструмент под 50-й конус. Да, 50-го конуса инструмент и, станок очень тяжелого класса. То бишь он сможет там 160-200 фрезой спокойно драть любую сталь. Вот здесь он делал специнструмент и литьевые формы. Да. Это один, это второй. Да, то есть, парни, у нас такая идея. Мы вот их забрали за недорого, но сейчас разбираем, потому что он не габарит. Поменяем здесь ЧПУ, систему, да, вот. И я думаю, потихонечку его восстановим. Это будет практически как у Игоря Негода. Он восстанавливал маленький фрезер, а я решил психануть, мы восстановим большой. Думаю, из двух один сделаем. То есть ценник очень гуманный был, и жалко, что его попилят. Вот. А так будет станок по точности, я думаю, он нормальный. Может быть, привода придется поменять, может, не придется. Потому что здесь привода коллекторные, да. Большие мощности. Да, может Но быть. силовая часть живая. Логику я не верю в восстановление маяка, а силовая часть, она живая, в принципе, скорее всего, они запустятся. И будет у нас классный фрезер. Сможем, я не знаю, что-нибудь огромное делать. Хода 800 плюс у него по паспорту заявлены, по всем осям. Ага. Вот, и вот смотрите, вот здесь второй такой же, у него двигатель только снят, да, насколько понимаю? Да, он был утерян. Ага.
А какого он года? 89-го года станки. Ну, их бы сдали в металлолом, потому что очень машины сложные, ЧПУ редкая. Ну, и это вот два последних, которые не продали они. Ну, как бы им точно путь в металлолом. Инструментальный магазин на 39 позиций плюс одна в шпинделе. Инструмент 50-го конуса, но с необычной оправкой, которая является защитой шпинделя уплотнительным кольцом. Вот она необычная. Это стандартный инструмент и оправка вот надета. Магазин инструментальный очень необычно сделан, если будет видно. Он сделан на зубчатой рейке, которая по кругу из кусочков состоит и по кругу проходит полный круг. То бишь из стальной зубчатой рейки, которая загибается. Очень нестандартно. И вот система натяжения этой зубчатой рейки. Ага. Вот здесь вот мы видим. Ничего себе. И отдельный сервомотор, уже киловатт на 5, который крутит. Короче, все по-серьезки. Да. Инструмент меняется. Сейчас так как станок отключен, рука приходит, выхватывает движением в эту сторону и поворачивает в сторону шпинделя. Ну, там гидравлика сопротивляется. Поворачивается в сторону Ой, шпинделя. масло меняет. потекло. Да, гидравлика там набрала, насосалась. Вот. Слава богу, хотя бы вот это вот в габарите не придется снимать. Если отнимем колонну, то 10 сантиметров запаса в транспортном габарите у нас есть. А что вот это за шнек такой здесь? Шнек стружка-сборник. О, Коль, смотри. Шнек стружка сборника, а здесь у него станция СОЖ, ну и, соответственно, сборка стружки. Здесь тоже все полностью защита, причем там защита очень серьезная. Направляющие, вот можно посмотреть, они как бы грязные из-за того, что были открыты, но вот износ, видно, где ролики бегали, но износа самого не видно. Ну, как бы полный комплект лубрикаторов на все точки, где ездит лок, линейная опора качения по вот этой вот поверхности. То есть они прям так из... Роликовые, да, такие танкетки, по 20 тонн грузоподъемности каждая. Вот здесь, парни, такая нехилая маслостанция. Кто-то манометр стырил с нее. Ну ничего, смотри. Какой-то маслонасос лютый. О. Надеюсь, мы в этом разберемся. Но это разберемся. Разберемся. Да, не самое сложное, что может быть. Ага. Да здесь все на гидравлике такой лютый, да? А воздух тоже здесь подсоединяется, да? Да, да. Вот такая здесь система управления. Мать моя женщина, отец мой мужчина. Хорошо эти не дорвались, как его там. Хотя здесь это все на помойку. Ну, вот они, по идее, живые. Ну, это драйвера, да? Это драйвера и делались именно Савеловским машиностроительным заводом вот для собственных станков. Ни на каких других станках я не встречал таких. Ну, слушай, проще Женин запихать, наверное. Он же будет крутить. Женин, да, Ну, просто как не? Ну, если включить, они работают, а как они управляются по... Плюс-минус 10 вольт. Что? Плюс-минус 10 вольт. Плюс-минус 10 вольт? Да, аналоговый, да. А почему не 0,20 миллиампер? Нет, 10 вольт управляется. Ну, такой стандарт. А глюки не лезли из-за этого? Ого, там, смотри, транзюки какие. Там такие должны быть Да, здоровые. да, здоровый с этой, с керамикой. Да, да, вон, с этой. розовой керамикой. Да, самое полезное, бериллиевое. Вектор 10 НС, что это такое? Даже не маявка здесь. Да, Это вообще импортная, элитная. да я тебе говорю, это элиточка. Я не знаю, что это такое. Элиточка, может, ее запустим, а? Ну, попробовать подать на него можно напряжение. Вот самый прикол, вот эту вот картинку мой друган делал, господи, Андрей Дюков, у него был этот Void.ru, его из первых сайтов, он иногда там творчеством занимался, его повесили потом, что ли, не знаю, за что в Вэфсе повешено, нашли давно. Вот, я прям что-то удивился, думаю, откуда она здесь. Вот, так, слушай, прикольный какой-то вектор прям. Чё человек заработает. Классно, надо попробовать ее. Я ее по-любому по приколу запущу просто, хотя бы эту управлялку, что будет. Такие платки. Ой. Вектор. Именно это вектор. Не знаю, что это. Это вообще не отсюда, откуда, точнее, непонятная вещь. Здесь где-то я видел, кстати, еуроги какие-то. Что это такое? Ну, что-то древнее интересно. Я здесь где-то видел. А вот РС-232 у него есть. Видишь? Да, ты чё? Да, значит, он вполне себе. Можно в него что-нибудь
запихать. 89-й год так-то, конечно. Вот это как туда пошло. А вот это вот еще что-то. Ну, короче, интересно. Можно посмотреть. Ну, это силовые трансформаторы приводов. А зачем они? Ну, потому что они 175 вольт А, привода. ничего себе. Серьезная вещь. Хорошо, цветметчики не дорвались. Не дорвались. Даже, видишь, ничего не выкусили. Как обычно. Удивительно. Трансформатор можно А сколько он жрет, интересно, вообще вот так? киловатт 35-40 в пике может спокойно. А, ничего себе. Вот это номер 20, А тот 19, да. Да. 89-й год. Вот последний всплеск великой цивилизации. Ага. Давно минувший. Слушай, а этот двигатель шпинделя, этот советский тоже, да? Да, А. да. Все, а вот Савеловский завод делал все замкнутым циклом, за исключением, по-моему, вот как раз системы управления. И для авиапрома. Вот то, что я сталкивался, из завода обычно, ну, их станки на авиационных заводах. А здесь, ну, удивительно, но нет. О, бедный его завело, это измерительная эта машина. Красиво, значит, всю это завело. Видишь, это вот как раз поверхностные плиты на ней. Гранит. Вот. Жалко, смотри, что жалко. Что тут такое еще? Сейчас. Вот всякие эти, видишь, у них эти, как они, такие с рубинчиками датчики, какие-то эти. Короче, это. Ну вот тут вот обмерять. Ага. Прикольно, гранитные направляющие. Я ни разу не видел еще. Тут всякие вон эти конуса, да. Справочник, например. Цехов электрохимических покрытий. Интересно нам такое? Электрохимические покрытия. Да. Ну, это по оборудованию, например. Холодная сварка металлов. Как ты думаешь? Вот. Про холодную сварку. Что такое у нас? Обучение по фрезерованию металла. Кузнечно-прессовое оборудование. Гальваника ремонтника. Справочник термиста, как считаешь? Полку эту всю прихватит. Пипец, оринги. Что? Оринги. Ринги лютые. О, что-то это было. Калибры. Что? Калибры, что ли? Наверное, не знаю. Вот это. О, Да термошка для какого-то. Какой-то у них там было, что-то делали. ну да, были. Черметчики говорят, цветметчики говорят, не там палладиевые. Коль, ты как специалист. Да, по цветмету. Ты можешь по палладиевой, не? Что? Мы катили. О, давай. А там в бассейне есть, да? Плата хорошая, да. А вы слушайте, два кошака позорились. Первого батька все выклал, второй чуть коляду не сожрал. А это там... Тоже все выковырял. А что такое будет? Ни хрена себе там. Это вообще это осциллографа? Да, осциллограф. Хотя зачем он нужен? Что? Они, к сожалению, только крупносерийно бьют. Надо. Что такое? Надо. Манометров. Коробку манометров. Да. Резисторы. Это больше резисторы. Там еще есть. О, лампы какие-то. Что это у нас? О, лампы. Много? Не знаю, тут где-то валяется какой-то. Газометр. Нет, испытатель. А, транзисторов и диодов, да. Древний. Вон этот.
НШ нашел. Че? НШ нашел. НШ 10 новый. А? И вот эти коробки, там рулюхи вон новые валяют. Ух ты, рулюхи-то иногда вещь полезная. Так, что за рулюхи? Открывайся-то. Как он открывается? Распечатай, пожалуйста. О, и вот такой руля? Да. Ничего себе. Нахрен не нужен, но прикольно. Ну, это да. В масле ротор какой-то. Ага. А это есть такие вот, это от крана. С подмагничиванием эти. А это пускатель, что ли? Реле написано. Ну, всякие он. Такие какие. 78 год. А может сейчас непонятно сколько. Ну это знаешь эти? Запускать. Ну, да. Можете какой-то взять, а вот это что такое? Вот. И даже. Это знаешь, этот треугольник звезду переключает? Или реверс, это реверс это. Может быть. Да, они как бы. Что написано? Переключатель. Пускатель электромагнитный, ага. 78 года, прикинь, 78 года. Палец, ну как бы такое себе. Ну каких-то денег даже стоит. Да, все раздестроено. Это что-то последнее. Это что? Фильтр, да. Ну, кстати, прикольно. Новый, да. Ничего себе, Колян. Ты что не взял? Смотри, мы что нашли. Это осушитель лубрикатор. Осушитель лубрикатор какой. Слушай, баня. Баня, ни хрена себе. А что ты Она в бэк, что ли, упала? Ага. Ой, кошака надо спасти. Она там сдвинулась сюда. Вон он. Какое-то сложное приспособление. А, ну это для заточки инструмента или нет? Ну вот это же Это микроскоп какой-то. А вот это что такое? Пылесос какой-то? Походят? Походят. Такой, этот фанук, этот еще такой, как Паша Люк. А вот это, парни, артефакт нашли. Заберем в нагрузку. Я не знаю даже, что это. От ракеты какой-то. Причем по-английски Шанель 2, что это такое? Сломать. Что это такое за Шанель 2? Забить ее туда. Channel 2 Шанель, говорит, я уже все, у меня мозг это. Ну, короче. Итак, господа, надеюсь, вам понравилось. У меня еще плохая новость. Пропал мой замечательный кот Бендер. Это случилось 19 января. Ушел куда-то и не вернулся. Так что, кто проживает в Домодедском районе Мособласти, там в районе станции Барыбина и видел моего рыжего кашана, прошу со мной связаться. Вознаграждение гарантируется. Ну а так, подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. Всего хорошего. Пойду кота, может, найду, поищу. Пацаны, заряжай.